Несмотря на то, что доклад господина Хона был отклонен судом, возможно, он еще будет принят, но, тем не менее, состоялись показания Костюшко Маризе, который был выслушан, насколько я понимаю, судом. Как вы оцениваете эти показания? Могут ли они помочь стороне защиты? Да, однозначно можно сказать, что показания господина Костюшко помогут защите, поскольку они являются показателями фактического свидетеля, показателями свидетеля, который с фактами в руках имел возможность подтвердить то, как управлял господин Ходорковский ЮКОСом, как работал ЮКОС, и эти факты, о которых говорил господин Костюшко, противоречат тому, что написано в фабуле обвинения. Например, он говорил о том, каким образом были разработаны и внедрены системы и контрольные механизмы в компании ЮКОС, целью которых было как раз обнаружить хищения такие, в совершении которых обвиняются господин Ходорковский и господин Лебедев, предотвратить, либо, если они происходят, обнаружить. Господин Костюшко полностью дискредитировал, я бы сказал, ложь, одну из многочисленных, если можно так выразиться, случаев лжи, которые были включены прокуратурой в фабулу обвинений. Речь идет об попытках компании ЮКОС повысить объем торговли акциями компании, попыток, предпринятых в период 2002-2003 года. Господин Костюшко конкретно говорил о своих собственных личных контактах с господином Ходорковским именно на эту тему. Господин Ходорковский ответил, что его не беспокоит как раз бремя, связанное с раскрытием информации. Он также ответил, что если ЮКОС собирается торговаться в качестве публичной компании на высоком уровне, то делать это нужно правильно, как положено. Господин Костюшко объяснил, что истинная причина, по которой не были завершены эти работы по увеличению объема торгов ценными бумагами компании, АДР, так называемый третьего уровня, американские депозитные расписки, был связан со сделкой по слиянию ЮКОСа с компанией Сибнефть, а затем последовавшего за этой сделкой ареста Платона Лебедева и самого господина Ходорковского. Господин Костюшко Маризе, в частности, обвинил PricewaterhouseCoopers в неэтичном поведении. Что имелось в виду? Речь идет о том, что в 2007 году, в июне, PricewaterhouseCoopers отозвала собственные аудиторские заключения о финансовой отчетности компании ЮКОС. Господин Костюшко говорил почти о личной разочарованности в PricewaterhouseCoopers как компании, сотрудников. И в 2004 году, то есть когда уже было начато дело и когда акцент был перенесен господина Ходорковского в деле на саму компанию, PricewaterhouseCoopers продолжала подтверждать господину Костюшку, что они по-прежнему готовы подписаться под собственными заключениями об аудите финансовой отчетности ЮКОСа и по-прежнему продолжали утверждать, что ЮКОС играет по правилам и выполняет все необходимые требования, нормы и положения. Это было в 2004 году. Он в этой теме обозначил в своих показаниях, это то, что у него есть коллеги во Франции, которые знают партнеров фирмы PricewaterhouseCoopers, работающих за пределами Москвы, за пределами России. И он говорил о том, как в разговорах, в личных, эти партнеры были смущены, выражали смущение тем, каким образом фирма Pricewaterhouse обошлась с компанией ЮКОС и в каких обстоятельствах она отозвала собственное заключение отчетности ЮКОСа. Хочу сказать, что действия PricewaterhouseCoopers, эти по отзыву заключения, были предприняты после того, как компания стала жертвой мощнейшего давления со стороны прокуратуры. И любое лицо, так или иначе вовлеченное в дело господина Ходорковского, господина Лебедева и вообще так или иначе связанное с компанией ЮКОС, вполне представляет себе,
какое именно давление может оказать прокуратура. И поэтому в том, что касается выбора момента времени, это скорее решение, которое принимали господин Каримов и другие, а не компания PricewaterhouseCoopers. И последний вопрос, господин Сандерс. Создалось ли у вас впечатление, что суд и обвинение особенно занервничали после того, как появились стали обсуждаться эти международные аспекты деятельности ЮКОСа, и появились международные эксперты? Да, совершенно верно. Судья и особенно обвинение всегда будут испытывать озабоченность и беспокойство, когда кто-либо будет готов прийти или придет в суд и будет говорить правду, потому что в том случае, когда в суде будет звучать правда, она будет противоречить тому, что написано в обвинениях, предъявленных господам Ходорковскому и Лебедеву. Спасибо большое за ваше интервью.